Всем привет! Вы на канале Hello World, и сегодня мы расскажем вам про Ульпан, про то, как нам тут живется и про все удобства, которые здесь нас окружают. Мы решили записать это видео, потому что нас недавно чуть не выгнали. Вот это поворот! Поэтому мы так наперед на всякий случай, чтобы... Решили не откладывать. Да, решили не откладывать. Вообще, что такое Ульпан? Это гнездо, в котором новых репатриантов, как птенцов, готовят к wild жизни в израильском обществе, чтобы они такие вышли, уже знали иврит и могли выживать. Вот, и мы такие типа пока беспомощные, иврит не знаем, и поэтому я так выразился. Да, а некоторые остаются еще на второй год, птенцы в гнезде. Особо талантливые птенцы. Да-да-да, а некоторые на третий Передаю год. привет особо талантливым птенцам. Да-да-да. Бесплатно ли это? Мы... Да, это бесплатно, потому что вы просто платите часть денег их корзины абсорбции, которые вам дают за то, что вы ничего не делаете. Я считаю, это бесплатно. Платим мы на человека около $2000, но исходя из корзины абсорбции, которую нам дают, у нас просто потихоньку отщипывают эту сумму. Да, есть... корзина абсорбции — это денежки, которые вам дают каждый месяц просто за то, что вы согласились приехать в Израиль. Да, именно. Каждому репатрианту. И это мы говорим про наш Ульпан. Мы поехали в Ульпан в Иерусалиме. Ульпан Эцион он называется. Нам повезло, что когда мы собирались репатриироваться, как раз был набор в этот Ульпан в Иерусалиме. В Иерусалиме очень круто жить, очень красиво, это, в город в него можно влюбиться, и ментор, который нас в нашей стране исхода подготавливал, он говорил: я вам завидую, что вы будете жить в Иерусалиме. И что вы впервые его увидите, и, в общем, он очень любит Иерусалим. Я понимаю, почему. Что есть в Ульпане? Первое, самое важное, что мы решили назвать, это котики. Вот, их тут очень много. Очень много котиков, их нельзя кормить, их нельзя гладить, но это в правилах. Да. Здесь очень классная территория природы. Это шишка. Я вот не одна такая. Капец, Ё-моё. она просто громадная. На улице такой снегопад, надо срочно пойти вниз. Жесть. Оль, ну наконец-то мы с тобой застали первый снег в Израиле. Для кого-то это первый снег в жизни из тех, кто у нас в Ульпане живет, а не из жарких стран. Look at the snow! Это круто! Это особенный момент в Израиле, это как чудо. И по этому случаю закроют супермаркеты, общественный транспорт, как чрезвычайная ситуация. Да. Весь день снег идет, с ума сойти. А ты что, первый раз видишь, хочешь сказать? Не притворяйся. You have bigger hand. Is it the first time when you see snow? Not the first time, but the first time in Israel, and in many years. What do you feel? It's amazing. It's beautiful and peaceful. It's a desert, but it has snow. This my first time here in Israel. I saw the snow. Wow, amazing, really. Здравствуйте. Птицы поют каждый день. Коты тоже каждый день там что-то кричат. Квартира со всеми удобствами. Есть санузел, есть кухня. В кухне есть микроволновка, холодильник, все шкафчики необходимы. Чайник, горячая вода, плита. Да. И все штуки, которые нужно вам для того, чтобы пользоваться в быту, это там, не знаю, простыни, чистящие, швабра, веник, вантус. Зашли сюда, сейчас нам дадут что-то там по дому, мы просили. We need Okay. this and wash to wash. Oh, thank you. Здесь זה שירותים בפנים. Ага, אוקיי? туда. בבקשה. Это все дали, потому что мы просто попросили. И тут, на первое время то, что нужно. Все это вам предоставят. Все дают. Да. Не, И если попросишь. не у всех просто в комнатах было все Если бы я не знал, я пошел бы купил. Да, дело в том, что у каждого, когда мы заселились, у каждого было все разное. То есть у кого-то была швабра, у кого-то было ведро. У кого-то какашки голубиные. У кого-то какашки голубиные. Также есть лифт. Мы выходим из комнаты и заходим в лифт.
Девочки! Лягушка тут нас встречает. Столовая заслуживает отдельного разговора. Да. Ну, нас кормят раз в день. Этой еды хватает на В то, обед. чтобы наесться на весь день. Всегда мечтал, чтобы мне по-американски накладывали еду, как в этой столовой. Значит, захожу я в столовку с едой, и сидит там Чувствую, что бабка, она немножко... бабка-администраторша, и спрашивает Ну, меня, бывает, продают а это воду кошерно подслащенную, вообще, похоже что на неё есть? какая-то такая. Я говорю, конечно, кошерно, это же консервы Не местные, консервированные, могу принести да. каждую упаковку и показать, что там есть знак кашрута. Но она вроде успокоилась, но сесть в столовке не разрешила, сказала уходить. В столовке не кошерную еду, то это есть столовка, Чтобы порадоваться. Да, в армии, например, тебя в тюрьму сажают, если ты что-то некошерное приносишь. Ну, либо могут наказать, там, оставить на шаббат, выговор сделать. Ну, короче, да, это строго. He told me that I talked at night on Hebrew. Really? Yes. Yes, You're I- talking from your sleeping in Hebrew? yes. Wow, wow, wow. So you're Israeli. There. You got the stamp, you're Israeli. Йофи, бетеавон. Поэтому, если вы не хотите пузо, как у меня, растягивайте это на весь день. Суп есть там утром, вечером, вторую часть второго. Да, вот, еда разнообразная. 3 мясных блюда на выбор, 3 гарнира на выбор, неограниченный салат, неограниченный хумус, неограниченные напитки. Ну, это в основном порошковые соки. Ну, также фрукты, либо сладости какие-то. Хлеб неограниченный, яблоки неограниченные. И Все халяльное. кошерные ты имеешь в виду? Ой. Всё кошерно. Просто недавно слово выучил, халяль, молоко. Или похоже на халяль, я таким образом запомнил Подожди, это слово. только молоко не халяль. А как халяль? Халав. Халав. Ну, мне Халав. помогло это запомнить слово молоко. Окей. В общем, все кошерное. Все кошерное, поэтому есть еще очень важная еда для веганов. То есть ты здесь перед тем, как заселяешься, указываешь, ты вегетарианец или ты ешь все. Следующее, что тоже очень важно, что есть, кстати, в комнате еще есть кондиционер. А также, кроме столовой, есть еще прачечная. Там есть 2 сушильных машины и 3 стиральных машины. Относим вещи в стирку. Да, даже мусорка есть. Можно такой пошел, так и вниз спустился. А теперь не пачкаем рук. Не пачкаем рук. Очень удобно. Не нужно в окно выкидывать. Так ты обычно выкидывал, да? Ну, не знаю, откуда вы, может быть, вы приехали там из Румынии. Также, что тоже очень круто, есть техническое обслуживание. У нас есть специальное приложение, там есть все языки, и русский, английский, иврит, испанский. И можно указать твою поломку в квартире, ну, в апартаментах, и ее там степень тяжести, насколько это срочно. У нас сломалась крышка от унитаза. Заходим в приложение. Моя квартира. Оформить неисправность. Broken toilet. И делаем фотку. Пишем срочно. Все, уведомление по неисправности получено и отправлено ответственному. Конечно, самому дома приходится убирать, бесит. Но во всем остальном помогают, чинят, готовят, кушать. Да. Также территория охраняемая, то есть здесь есть охранник, там несколько охранников у нас работает. Да, и, вход по студенческим. да, войти ты не сможешь без того, чтобы показать студенческий. Ну и самое главное, что у нас есть в Ульпане, это иврит, изучение иврита. Вчера был прикол, я, говорю Максиму на иврите, спрашиваю, хочу спросить, как тебя зовут, а спрашиваю, как дела, а Максим отвечает, доброе утро. Проходит Да, это уроки. то, ради чего по официальной причине нас тут всех собрали. Да. А вторая, менее официальная причина, но на самом деле она
такая же важная, как и первая, это социализироваться, найти новых друзей. Сегодня день рождения у нашей лучшей подружки. Здравствуйте. Привет, мои любимые! Привет. День рождения. Спасибо! Привет! Давно не виделись. Теперь нужно плакать. Жди меня, да, нормально. На первом плане. Я боюсь, Я обратила внимание, что в последнее время все как-то открывают нормально. Почему раньше все вылетало? Теперь наше поколение травмировано этими звуками, и мы пытаемся аккуратно открывать. Это точно. От родителей, да. Да, точно. Они вечно какие-то устраивали балаган какой-то с этим шампанским. Я желаю всего самого лучшего искренне. Я тебя люблю и Я тебя тоже. Спасибо тебе. С днем рождения. А вы не подглядываете, молодой человек? Боже мой! Печенька. И чтобы Израиль вам понравился, и вам не захотелось после корзины абсорбции уезжать. Ну и адаптироваться тоже, да, было проще. Да. Кстати, по поводу квартиры еще важный момент. Если вы приехали парой, как мы, то вас селят вдвоих. Никого к вам больше не подселяют. Если вы одиночка, то вы будете жить еще с одной девочкой, если вы девушка, или с двумя. И, кстати, здесь еще есть синагога, прям рядом со столовой, так что люди, которые Прямо верующие... в нашем здании, да. Если на гору поднимаешься, там вид на весь Иерушалаим. Очень красиво. Да. Все цветет, все поет, как в раю. И это зима здесь, середина зимы. Даже сейчас все цветет. А когда все по-настоящему зацветет, это будет нереально, говорят. Какие правила в Ульпане? Первое. Нельзя тусить после 11, то есть вся шумная музыка, вообще любой шум, он должен заканчиваться в 11 часов. Часов. У нас как бы в 11 отбой. Ну, чтобы вы понимали. У нас бы уже консьержка пришла и раздала всем люлей. Веником бы всех побила. Не, ну выселяться, когда еще? Ну, такой раз в жизни бывает, Ульпан, ну... Я их не осуждаю, ребят. Хоть мне не весело, как им. У нас тут вечеринки каждый день, в последние несколько дней. Организовывают, как правило, их латиносы. Приходят туда в основном там англичане, американцы, австралийцы и так далее. Я зашел, а мне просто налили какую-то штуку. Короче, в связи с тем, что постоянно были вечеринки каждый день, и тут все тусили. На 30 человек. Убрали все сиденья с первого этажа. Убрали столы, убрали вот здесь диваны. 80% занятий надо посещать. Они сейчас по зуму за карантином. בבקשה, סופיה. לא יוצאים מהבית. Кто живет вообще в Ульпане? В Ульпане живут молодые ребята от где-то 23 до 36-7 лет, без детей и с высшим образованием. Да, да. У нас есть один такой старичок, у него уже седые волосы, ему 35. Он себя называет старичок. Да, и он начал сидеть в 23 года. Вот, в общем, как-то... Макар, привет. Привет, Макар. Такой седой пиздец. Просто. Седой студент. Я как будто здесь уже 5 сезонов отучился и уже посидел. Тут живут русские. Puss in Boots. Кот в сапогах. Украинцы. Кіт у чоботях. Бразильцы. O gato de botas. Аргентинцы. El gato con botas. Англичане. Sorry, I can't see what you're pointing at. Oh, it's just the bottled water. Huh? The bottled water. What? Bottled water. Yeah, he just wants the bottled water. Oh, water. Why didn't you say the T's, man? Whoa-ah. Whoa-ah. Harry Potter. Where is the toilet? Французы. Popcat. Shep up.
испанцы. El gato con botas. И еще много откуда... Американцы. Американцы. You know, we don't have a jacuzzi. Can you believe that? Can you believe we don't have a jacuzzi? И другие засланцы. Засланцы? Репатрианцы, да. Засланцы и репатрианцы. Все очень приветливые, нормально друг с другом сосуществуют. Но можно заметить, что русские кучкуются с русскими, а все остальные кучкуются со всеми остальными. Также в Ульпане есть и развлечения. У нас есть специальная, скажем, Подожди, а комната. до этого что, были не развлечения? Ну, это удобство в Ульпане. Да, это да. то, что необходимо для Представь, жизни. весь Ульпан — это развлечение. Ну, да, для кого как. Ну, для нас да. Да. Если говорить, да, какие бы еще дополнительные развлечения? Первое... Просмотр фильмов на иврите. Все, кто имеет какие-то таланты, по желанию могут ими поделиться, проводить наборы в мастер-классы. Вот Оля у нас уже зарекомендовала себя как талантливая репатриантка. Да. Поет, танцует, Преподает. играет и талантливо преподает. Ну, по отзывам, по крайней мере. И, Оля, ты просто звезда. Ты звезда во всем, и в пении, и в аэробике, и в энергии. Пожалуйста, продолжай быть звездой и оставайся собой. Оля писали, говорили, сколько стоит у тебя заниматься. Ну да, мне говорили, спрашивали, сколько стоит, а одна девочка сказала, почему ты деньги не берешь за тренировки. Вот, но у нас тут вроде бы все как шерят бесплатно, и мне кажется... У нас тут не принято за да, деньги. хотя кто-то, есть фитнес-тренер, который берет деньги, и я немного в шоке была, ну не знаю, как-то это не по-ульпановски вообще. Коммунизм. Да. У нас есть специальное место Муадон, называется, где все это проводится, то есть все, что ты перечислил. Также в Муадоне могут проходить дополнительные занятия по ивриту. Английский. Это можно перечислять бесконечно. Ну, это да. волонтерские программы с полицией. Мы оставили свой номер телефона для полицейского волонтерства, и сейчас у нас будут брать интервью. Видимо, будут проверять, насколько мы подходим под их требования. אני לא מבינה עברית טוב. אבל את קצת מבינה. קצת. אז מה השם שלך והציונים? Ольга. Волонтерские программы с кем угодно, короче, постоянно куда-то там, к детям, которые с неограниченными возможностями. Да. No, the shape should be very thin. How do we know? and without any lumps in it. It's like in India. Really? Мне сказали, что у меня самый лучший. See, this is the bowl. Isn't it beautiful? Beautiful. And it's written here in Hebrew, and it says all these bowls are made by us, and each bowl is special, just like us. Здесь постоянно берут куда-то, какие-то группы ведут, экскурсии проводят. Заскучать не получается. Да, особенно если ты везде участвуешь. А если тебе вдруг стало скучно, пойди погуляй по древнему городу, и вся скука сразу же уйдет. Да, это точно. Это храм гроба Господня, где каждый год зажигается благодатный огонь. Сейчас историческая возможность, такой, возможно, никогда больше не будет, побывать здесь, когда нету людей. Обычно здесь все занято. От этого входа и до туда. Ты не хочешь подвигать деревни ворота? Хочу, офигенно. Такой интерактивчик. Я жду, чтобы они скрипнули. Хорошо смазано, не скрипят. Это они двигаются.
Прикинь, я бы сейчас их сломал. Кстати, еще есть расписание на неделю, каждую неделю, где вот расписаны все эти виды деятельности, которые у нас будут проводиться. Также то есть рядом с территорией Улипана, буквально в 5 минутах ходьбы, есть бассейн, тренажерный зал и джакузи. Но это после карантина. Да, к сожалению, сейчас там все закрыто, потому что нельзя. А как попасть? Вот мы так классно живем. Как попасть, нас спрашивают. А почему едет он, а не я? Да, как вы туда попали? Вы должны связаться с Ахнутом и спросить, какие ближайшие программы Мы по слышали, Улипану. там кто-то по программам живет, там дают жилье, там их учат ивриту, а такое у вас есть? Ну и вам расскажут, что есть, Да. что планируется, потому что оно как бы ничего ни от кого не прячут, я так понимаю. И просто, что в ближайшее время вот по Израилю запланировано, такие программы вам и предложат. Вы же разговариваете с посланцем на своей стране исхода. Вот у него и спросите, он вам все расскажет, он ваш друг. Ну, по сути, по удобствам, по всему мы уже рассказали. Почему вообще вы нас чуть не выгнали? Расскажи. Да, вот нарушили правила карантина. Она вот так вот делала такая, знаешь, вот так такая, типа, ну ладно. И ты все время видишь, Для нас это был первый раз, поэтому у нас был выговор не строгий. Нас... Ну, наорали так на нас Ну, нормально. не надо было дурацкие оправдания говорить. Но на меня так давно не кричали, и поэтому я больше так не хочу. Вообще не хотим больше. Ну а что я скажу? Типа, со мной никто не смеет так разговаривать, я отсюда уезжаю, а потом... Да. Нигде же. Это точно. Не, конечно, это было справедливо. Мы шумели, сидели без У меня масок. до сих пор флешбеки. После 11. Кричал на крыше. Да, нас было больше 5 человек. Ну, вообще не знаю, как у вас, а Иерусалим у меня останется вот здесь, в сердце, навсегда. Да, все заплатили штраф по 50 шекелей с человека. С носа. Есть еще ребята, которых отправили на неделю из Ульпана. То есть, которые сейчас не учатся, не живут в Ульпане. У них неделя — это штрафная санкция. Что? Да. Вот. Но это первое предупреждение, а второе уже будет выгон из Ульпана. В 8 часов 15 минут начинается занятие. Поскольку карантин, идти никуда не нужно, все по зуму. Так, футболку одел, желательно еще трусы, вдруг забудешь камеру выключить. Вот. И садишься вот с кофейком. Раннее утро. Учим иврит. У нас 2 перерыва. В час заканчиваются занятия. Все идут в столовку. Желательно бежать пораньше, чтобы не стоять в очереди. Делаем домашние задания. Потом весь день делай, что хочешь. Гуляй, если у тебя нет работы, социализируйся, участвуй в волонтерстве, участвуй в занятиях, мастер-классах. Играй в шахматы, дыши свежим воздухом, смотри на котов. Или можешь даже найти работу и уже подрабатывать. Да, на полставки. Спасибо всем, кто смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. И если не поставили лайк и колокольчик, а только посмотрели, то мы расстроимся. Не возвращайтесь больше. И мы заметили, что в последнее время 80% людей смотрят нас без подписки. Мы были бы очень признательны, чтобы вы подписались, потому что у нас реально будут очень много классных видео. Поэтому поддерживаем. Это если вы смотрите без подписки и увижу, найду, да. Подпишусь вместо вас. Да. Всем пока. Да, пока. Пока-пока.